Приветствую вас из Северной Осетии, и это, конечно, знаменитые осетинские пироги. Как вы поняли, этот ролик я начал снимать в горах Северной Осетии, куда я приехал, чтобы, наконец, разобраться на месте, что же такое осетинские пироги, как их готовят, и поделиться с вами рецептом. Я снял процесс приготовления в одном из местных кафе, где, по мнению местного населения, готовят правильные пироги. К сожалению, самому поучаствовать в процессе приготовления мне не удалось. Не поверили они, что я великий кулинар, и на мой канал не подписаны. Поэтому готовить пироги я буду на своей кухне, и параллельно покажу вам, как это делают мастера в Осетии. Приготовлю 3 пирога с разными начинками, которые положено выкладывать один на другой. А почему 3, вы наверняка знаете. 3 пирога у алан, скифов, кочевников символизируют триединство мира, некую вертикальную иерархию миров. Верхний пирог символизирует Бога и небо, духовное начало и высшие силы. Средний пирог – солнце, жизнь, свет, энергию, наполняющую мир. И нижний символизирует землю, материальный мир, плодородие и связь с предками. Осетинский пирог – блюдо очень древнее. Первые письменные упоминания о нем встречаются в нардском эпосе, в древних кавказских сказаниях о героях-богатырях. То есть их происхождение можно отнести к скифо-сармато-аланскому периоду, а это 8 век до нашей эры. В этих древних текстах часто описываются круглые пироги с сыром, которые подавали на пирах. А аланские воины, уходя в поход, брали эти пироги с собой. Они не черствели, очень были сытными, все, что нужно хорошему воину. И начну с теста. Тесто для осетинских пирогов самое простое, дрожжевое, но тут есть свои особенности. Изначально тесто, конечно, не было дрожжевым. Это было простое пресное тесто, мука, вода или сыворотка. А вот дрожжевое тесто для осетинских пирогов стали делать только в 19 веке. В Осетии я видел разные варианты его приготовления. И на молоке, и на воде, с долгим вымешиванием и быстрым, с обычной короткой ферментацией, или даже как для пиццы с холодным и длительным. У каждой поварихи, или как они там себя называли, мучницы, были свои аргументы. Покажет нам, как правильно делать осетинский пирог, Тамара, мастер пирогов. Килограмм муки, приблизительно чайную ложку дрожжей. Чайная ложка дрожжей на килограмм муки. Столовая ложка соли, пол столовой ложки сахара, в теплой воде. Я видел разные варианты рецептов, и там добавляли молоко, смешанное с водой. Вы наливаете только воду. А почему именно вода? Потому что молоко, быстрее киснет тесто. То есть оно долго не хранится? И в конце замеса немного растительного масла. Ложки 3, наверное, масла. 3 столовые ложки масла. И сколько времени нам нужно все это мешать? 5. И больше. То есть достаточно. У вас получается очень нежное тесто такое. Оно не должно быть забито мукой. Вот видите, консистенция должна быть прям такая. Ты слишком забиваешь, что оно не может быть таким нежным. Тесто готово. Угу. Теперь надо его ждать. На расстойку. Да. Где-то час-полтора. Нет. Даже быстрее. Минут 20. Угу. Но основной принцип остается неизменным. Тесто для осетинских пирогов – это тесто высокой гидратации, минимум 75%. Исходя из этого, на 3 пирога диаметром 30 сантиметров, а это стандартный диаметр для осетинских пирогов, нужно 400 граммов теста на каждый пирог. 800 граммов муки, я ее уже просеял. Муку лучше всего брать сильную, с содержанием белка не меньше 11-12%. Может быть, даже использовать итальянскую манитобу, как для пиццы. И для 75% гидратации нам нужно 600 мл жидкости. Я возьму половину молока и половину воды. Замешивать тесто только на воде, как делала мучница в Осетии, я смысла не вижу, потому что мне его хранить не нужно. Все-таки с молоком вкуснее, оно будет нежнее и потом румянее от молока. 10 граммов сухих дрожжей, если свежие, вы знаете, 1 к 3, то есть 30 граммов нам нужно. 15 граммов соли, 1,5 чайные ложки, чайную ложку сахара, чтобы ускорить активацию дрожжей, и где-то 40 мл растительного масла, потому что тесто очень липкое, масло поможет нам с ним работать. И все как обычно. Жидкости в кастрюльку, молоко, воду, дрожжи, соль,
сахар. Размешаю и градусов до 36-37 нагрею. Ну так, чтобы тепленько было. Так, ну вот, достаточно вполне. Так, тесто перекладываю в большую миску. У меня, к сожалению, специальной миски удобнее всего была пластиковой, нет. Поэтому я взял вот такую вот страшную старую, ну почему страшную, красивую старую кастрюлю медную, в ней попробую все смешать. Кстати, я не знаю, медь как реагирует на муку, хорошо ли или плохо, напишите в комментариях. Замешивать тесто я буду руками. Можно, конечно, было бы воспользоваться шайтан-машиной, но традиционно это тесто ручное. Во всяком случае, осетины делают это только руками, никаких машин. У аланов замешивание теста – это сакральный процесс, к которому допускаются только девушки с чистыми помыслами. Но это не совсем мой случай, ну что поделаешь. И замешивать его нужно в полной тишине. Нельзя ни смеяться, ни ругаться, потому что считается, что тесто может это услышать и обидеться. Я сразу руки в масло. Тут принцип замешивания известный stretch and fold. То есть складывание. К масляным рукам тесто не прилипает, поэтому оно легко вот так вот складывается. Конечно, с масляным тестом работать значительно проще. Но сильно вымешивать я его не буду. Хотя, опять же, я уже говорил, что я видел, как это тесто, чтобы растянуть глютен, вымешивают 10, 15, 20 минут. Не вижу в этом особого смысла, потому что все-таки это блюдо должно быть быстрым. Накрою влажным полотенцем, пусть оно себе подходит, а я займусь начинками. Итак, 3 пирога, 3 начинки. Традиционных начинок для осетинских пирогов довольно много. Это и картошка с сыром, и просто сыр, и сыр с зеленью, и тыква, и мясо. Множество разных вариантов. Сейчас современные шефы придумывают свои интересные сочетания, и это не возбраняется. Так что это поле для вашей фантазии. Но так как я этот пирог делаю первый раз, я решил приготовить 3 более-менее традиционные начинки. И начну с мясной. Кстати, в заведении в Осетии, где я снимал, мне больше понравился пирог именно мясной. Но ребята не захотели делиться рецептом фарша, поэтому я сделаю его на свой вкус. В правильном осетинском пироге количество начинки должно быть равно или даже больше, чем тесто. И для своего варианта я возьму телятину, немного курдюка, потому что телятина совсем не жирная, луковицу, немного кинзы, соль, черный молотый перец, немного ледяной воды для сочности. Конечно, лучше бульон, но бульона у меня нет, поэтому ледяная вода. Некоторые в этот фарш еще кладут чеснок, но мне кажется, он просто тут будет лишний. Наверное, правильнее было бы все порубить по старинке ножом, но мясо все-таки это жестковатое, поэтому надежнее его провернуть. Кстати, осетинцы, ну, опять же, где я видел, все проворачивают через мясорубку. И все провернуть через крупную решетку. Хлебную корку, чтобы ничего не пропадало. Соль. Думаю, где-то ложку, чуть больше. Черный молотый перец жалеть не буду. Наверное, надо много. Немного водички. В комбайне перемешаю, просто так быстрее. Мне нравится. Это прямо идеальный фарш. Ну, мне так кажется. Вторая начинка тоже более-менее традиционная. Это сыр с зеленью. В Осетии я купил настоящий осетинский сыр для пирогов. Цихт. Вот такой вот для пирогов. Давай, да, это для пирогов. Сейчас весим. Давайте. И, смотри, там 2-300. На пирог надо 400. 400-450, чтобы было хорошо. Вот это вот настоящий осетинский сыр для правильных пирогов. Да, это да, точно. Точно? Мой сыр ценится везде, по всей Чакале, без запахов, без пепсина. Это желудочный. Скажите, он соленый? Нет, он не соленый. Он не соленый. Не соленый, а соленый у меня к чаю. Понял, все, берем. Так вот, пока он лежал, он у меня превратился, ну, практически в пармезан. Поэтому, чтобы его размягчить, я его проверну через мясорубку. И, может быть, нам придется добавить еще сметану. Я взял 20% жирную сметану, можно взять сливки. И зелень традиционная черемша, зеленый лук, немного укропа и кинза.
немного чеснока, размягченное сливочное масло, соль и черный молотый перец. Отрежу от него кусок. Я сделаю этой начинки побольше, потому что таких пирогов я сделаю 2. Вот зачем. Чтобы сравнить 2 одинаковых пирога. Один я приготовлю в своей помпейской печи, как правильно, а второй сделаю такой же в духовке. И мне интересно понять разницу, и можно ли в обычной духовке приготовить настоящий осетинский пирог. Вот и проэкспериментируем. Где-то 650-700 граммов на 2 пирога, с учетом того, что у нас еще зелень, и по 400 граммов на каждый пирог. Сейчас я нарежу, все это прокручу. Вроде он не такой уж прям твердый, но и не такой прям молодой мягкий. Все, через крупную решетку проверну сейчас. Вообще он по консистенции очень похож на моцареллу. Все больше и больше видится связь пиццы и осетинского пирога мне. Ну и масло сразу. Нарежу зелень мелко. Не знаю, какие должны быть пропорции, но укроп я не очень люблю, я беру меньше, черемши побольше. У меня еще, правда, есть шпинат, но мне кажется, этого будет достаточно. Приготовлю потом с сыром и шпинатом, за кадром расскажу вам в своем телеграм-канале. И чеснок, он молодой, можно побольше положить, пару больших зубчиков. Так, черного перца сразу добавлю, ну а соль мы сейчас посмотрим. Перемешаем. Пробуем. Соли надо немножко добавить. Сыр совсем не соленый, это действительно. Пару ложечек. И все-таки ложку сметаны я кину. Так. Так. Вот сейчас хорошо. И третье просто сырное. А вот самую популярную картошку с сыром я готовить не буду. Мне вот это сочетание сыр, картошка, тесто просто не нравится. И единственный штрих, который я позволю себе добавить, все-таки осетинский сыр довольно пресный. Поэтому для пикантности я возьму немного голубого сыра с плесенью. Ну и немного сливочного масла и соль. Голубой сыр, сливочное масло. Наше тесто, мне кажется, оно отлично подошло. Смотрите, оно раза в 3 поднялось. И так как осетинский пирог я делаю первый раз в жизни, то давайте вместе с вами посмотрим, как это делают профессионалы. А я попробую повторить. Ручки смазали. Угу. Берем тесто. На весы. 400. 400. Пирог должен быть в диаметре где-то 30 сантиметров. 30 сантиметров. А вес 900 грамм получается. Плюс-минус. Ну, с начинкой вместе вы имеете в виду, да? вместе с То есть 400 граммов теста. Это в мясе. Если мясо, то 50 на 50, а остальные начинки берутся 400 грамм теста и 500 грамм. У нас картошка. Картошка с сыром. Какой пропорции примерно картошка с сыром? 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. И как хинкаль мы его заворачиваем. Ну, почти как хинкаль. Ну, почти. Так. Подпыляем мукой, чтобы Угу. переворачиваем и начинаем распластать опять так же. Скалка здесь, в принципе, не нужна, все руками. Все руками делаем. Все руками. Да, интересно, а вы же на расстойку его не ставите? Тесто? Да, А пирог? да, пирог. На расстойку Пирог не расстаивается. Сразу в печь. Сразу в печь. Идем опять в печке. Угу. Этот уже поднимаем наверх. Уже окончательно печь. Да, сейчас он уже все. Мы пропеклись, теперь уже сверху надо пропечь. Сейчас делаем дырочку. Делаем дырочку. Смазываем маслом топленым и сдаем пирог. Пирог. И смазываем его хорошенечко, обильно. Слушайте, пахнет вкусно. Еще Уже. с картошкой, с сыром и картошкой. С сыром и картошкой.
Еще раз напомню, на каждый пирог нам нужно 400 граммов теста. Я для удобства выпилил вот такую круглую штуку, 30 сантиметров, ну, чтобы пирог был ровный. Потому что, опять же, говорю первый раз, поэтому технические средства. Делаем шарик. Тесто, мне кажется, получилось вот прям как надо, нежное. Так, его распластываем, еще подпыляем. Я начну с пирога с сыром и с зеленью, который у меня пойдет в духовку, пока печь у меня там растапливается. 400 граммов я сейчас возьму. Где-то вот так, половинку. И как хинкаль мы это дело закрепляем. Еще раз, пожалуйста, без хейта, потому что первый раз может не получиться. Надеюсь, все будет хорошо. Тут, как я понимаю, главное, чтобы тесто распределилось равномерно, потому что когда мы будем раскатывать, точнее руками его распластывать, чтобы не образовались дырки. А пирог должен быть очень тонким, то есть где-то не больше 3 сантиметров. Ну, правильный пирог. Укладываем его швом вниз. Опять подпыляем чуть-чуть. И потихонечку попробую его на 30 сантиметров разогнать на эти. Тонкое тесто в осетинском пироге – это не эстетика, а связано с дефицитом пшеничной муки в горах. Муку берегли, поэтому раскатывали пирог очень тонко. Ну и наполняли объем тем, что было доступно. То есть сыром, травами, черемшой, ну и так далее. Он уже прям совсем тоненький становится. Я боюсь, что он у меня сейчас порвется. Смогу ли я его догнать до 30 сантиметров, не уверен. Но если будет 29, я думаю, вы меня простите на первый раз. Вот такую вот алюминиевую штуку для выпечки осетинских пирогов я на маркетплейсе заказал. Я ее, как положено, было по инструкции, маслом смазал. Думаю, что посыпать мукой не надо, потому что у нас тут уже муки внизу достаточно. Теперь нам нужно аккуратно перенести пирог на сковородку. И, как положено, в середине проковыряю дырочку. Ее еще некоторые присыпают мукой. Ну, типа, чтобы начинка не вытекла. И никакой расстойки, сразу в печь. Я ее нагрел на максимум, 250 градусов. Вот, посмотрим. И точно такой же для уличной своей печи. Тестовый сыр с зеленью я испеку прямо на поде. Печку я разогнал градусов до 350, буквально 3 минуты, и все готово. Вот этот пирог просидел у меня в духовке минут 15. За это время 3 других пирога в печи приготовились. Сейчас я его маслом смажу. В Осетии говорят, маслом пирог не испортишь, а вот сухим пирогом гостя обидишь. Так что масла мы не жалеем. Сейчас я свою стопку пирогов разрежу. И крутить, как вы знаете, их нельзя. Потому что попытка крутить пироги, когда вы их режете, это считается попыткой изменить время или судьбу, что является опасным суеверием. Поэтому нам придется вот так вот корячиться, чтобы их на 8 частей разрезать. Но традиции надо чтить, это важно. Я тестового пирога кусочек отрежу. Ну и давайте сейчас сразу сравним два способа приготовления. Он у меня нижний, сейчас я до него доберусь. Сыр с зеленью. И то, что я делал в духовке. Для меня внешний вариант из печи, конечно, интереснее. Он красиво обугленный. Этот такой аккуратный, но блеклый. Вкусный, но тесто, я вам скажу, дубоватое. Давайте я вот это попробую. Ребят, вот клянусь, такое впечатление, что это два разных пирога. Этот вкусный, но такой дубовенький, обычный. Этот нежный, тает во рту, просто небо и земля. И это еще раз доказывает то, что я уже говорил в своем ролике про неаполитанскую пиццу, что приготовить настоящую пиццу можно только в специальной печи. Так же, как и фламкюхе, и осетинский пирог. И все вот эти вот комментарии на тему того, что да мы печем настоящую вкусную пиццу у себя в духовке, ребят, это полная чушь. Вот не буду я с вами спорить. Нет, никогда у вас не получится настоящий пирог и
настоящая пицца. И тут прям напрашивается рекламная вставка производителей помпейских печей, но нет. Это было давно, рекламу мне никто не дает, но кому интересно, у меня в ролике про пиццу есть часть, как я строил эту печку. Посмотрите, там много полезной информации, может быть даже какие-то ссылки. Я, честно говоря, просто не помню. Рекламная пауза закончилась, пробую мясной. И сырный с моим дорблю, экспериментальный. Вот этот вот, в отличие от остальных, получился действительно очень-очень тоненьким. Очень интересно. Я бы даже еще больше сыра с плесенью положил. Прямо очень вкусно. Итак, выводы. Получилось очень вкусно, но некоторые пироги вышли толстоватые. Хотя изначально тесто было одинаково распластано. Почему-то оно поднялось в процессе готовки. Ну, не знаю. Немного начинки вытекло, тут мне оправдания нет. Конечно, хотелось бы все это списать на ночь, провода, камеры, печь. Все это быстро не успел, не уследил, но виноват. Тесто отличное, оно очень похоже на тесто для неаполитанской пиццы. Вообще, мне очень интересно. Такое впечатление, что когда-то либо из Неаполя кто-то приезжал в Осетию, либо осетины приехали в Неаполь. Тут явно прослеживается преемственность технологий. Я этот вопрос обязательно изучу и в своем телеграм-канале «Клуб бесстрашных гурманов» обязательно поделюсь с вами. Начинки отличные, готовится это все несложно, но, конечно, надо тренироваться. И поэтому еще одно блюдо я ввожу в свое дачное меню, помимо пиццы и пламенного пирога. Я думаю, всем понравится, а вы тоже попробуйте, приготовьте, поделитесь. И до нового, интересного, полезного и вкусного пока.